Всем привет, мы продолжаем с вами проходить Моровин. Мы до сих пор находимся в крепости Вименал. Что я тут делаю, я сам, конечно, не знаю. Но, тем не менее, мы продолжаем исследовать вот эти все всякие глубины, которые нам позволили, так скажем, погрузиться. Чё в конечном счете мы из этого получим, я так и не понимаю пока что. Но что-нибудь обязательно получим. Надеюсь, не самое плохое. Надеюсь на какой-то жесткий артефакт. Так, здесь у нас решетка. Обвалилась. Сломалась. Тут есть какие-то рычаги управления. Не пользовались, застрял. Что мы должны с этой махиной сделать, я не представляю. Управление лифтом, которое долбает током нас в очередной раз. Есть какая-то штука наподобие вала, которая нас убивает, если мы проходим под ней. Соответственно, мы можем ее перепрыгнуть, например. Ага. Ага. Там у нас стоит пророк. И там есть какой-то проход в глубины интересные. Угу. Блин, два раба пепла, но при этом они являются разными. Потрясающе. Так, это что такое? Это просто подъем наверх. Гироскоп. Ну, давайте дальше пройдем. Что тут? Тут находится туннель Дагота. Какого Дагота? Вопрос интересный. Вполне возможно, что все эти туннели, все эти штуки, они ведут непосредственно к Дагатуру. А мы тут сидим и пробиваемся через это все, не имея при этом никаких артефактов. Ну как, никаких артефактов, у нас не хватает одного артефакта, как Ренака. И может оказаться, что мы сейчас придем прямо к Дагатуру, а у нас не хватает одного этого самого. Разделителя не хватает. Как он там, как молоток-то разрывается? А, нет. Это есть разрубателя не хватает. Ведь в водоросал-то мы не ходили. Не ходили еще. Но вот мы пришли куда-то. Тут появился черт. Все это похоже на какие-то жутко гигантские раскопки. Появляется еще одна тварина из огня и пепла. Хрен пойми из чего, короче говоря. Этот сидит фаербол и кастует. Этот сидит молнии и кастует. Ну и чё? Мы пришли. Недостойные погибнут. Хреновина катится. Славно. Сигильский камень 50 тысяч. И лезвие смерти. Поглотить здоровье, магию и запас сил.
Что это за хрень? Недостойные погибнут. Дневник умирающего. Пусть в веках я останусь безымянным. Никогда раньше не вел дневника для умирающих. Тьфу, какая глупая фраза получилась. Но это и вправду довольно смешно. Раз подыхаешь где-то в древних руинах, наполовину засыпанной обвалившейся кладкой, или там вмерзший в лед, обгоревший, отравленный, с оторванными конечностями, будь добр, достань перо и нацарапай предсмертную записку. Нет, конечно, когда как пропагандисты романских времен внедряли эту традицию, они заботились о сохранении полезного опыта, чтобы спустя сотню лет кто-нибудь, кому повезло больше, выволок твои записи на свет. И боги, вскампав дыру все это. Мне тут жизни осталось на длину свечного светиля, а я о первой эре рассуждаю. Ну ладно, дорогой дневник, давай попробуем заново. С моих 5 лет она взяла привычку приходить в мои сны. Поначалу мне даже было не страшно, радостная сопрано. Лапочка, я пришла. Потом цоканье каблуков, рука. Я всегда видел только ее руку, натягивает одеяло мне на голову. Ну, пришла и пришла, но одеяло на голове глупая шутка. Но у взрослых других не бывает. Вот только тяжелое оно очень и горячее. Я его стягиваю и стягиваю с головы, а ткань все не кончается, только складок все больше, и где-то в них потерявшийся я. На своей собственной вроде бы кровати, но все равно страшно далеко от дома. А под одеялом все горячее и горячее, и воздуха уже не хватает, но вот показался край, и тогда она шипит прямо в ухо, и как только определила, где оно под всеми этими складками, правильно. А теперь дай нам взглянуть на тебя, все уже в сборе. И я с визгом закутываюсь обратно, а она злится, щипается через толстую ткань, но все равно очень больно. Через 2 недели таких снов я уже знал ее имя — Вермина. У меня были нормальные родители, узнав про эти сны, они бросились по храмам. Меня, понятное дело, таскали с собой. Выстаивали многочасовые службы, на которых я то падал в обморок, то впадал в транс, то... Но единственным божеством, которое мне являлось, была она. Красивая статуя, все тот же радостный голосок, все та же длинная, непонятно из какой дали возникающая рука, проводит по изваянию святого. Гляжу на этого святого, а у него уши оттопырены, как у сельского дурачка. И он еще и язык не показывает, сволочь. В общем, ни один бог мне так и не помог. С другой стороны, я потихоньку окреп сам. Не настолько, чтобы противостоять ей собой, но вполне достаточно для того, чтобы распугивать прочую мелкую пакость, которую она ко мне подсылала. Сама она тоже, казалось, потеряла ко мне интерес и являлась все реже и реже. Я вырос, стал магом. Куда мне было еще податься с такой-то биографией? И несколько лет все было хорошо и спокойно, пока в один из дней не проснулся, не отправился на службу, не завернул в трактир и не засиделся в этом трактире дольше обычного. Я ожидал друга, вместе с которым мы должны были отправиться куда-то, не помню уже куда. Друг все не приходил, в трактире сперва опустела зола, потом барная стойка, куда-то скрылся хозяин, за окном лил дождь, я чувствовал себя как муха, застывшая в янтаре, спокойно как покойник. Потом дверь трактира слетела с петель, на пороге был мой друг, но в каком виде? Лицо в язвах, сами язвы были облеплены мухами, говорить он не мог, только хрипел, взмахивал рукой в сторону выхода. Я бросился к нему, выглянул в дверной проем и где-то секунду через 3 скончался. Потому что гигантский огненный вал слезнул и трактир, и меня, и друга. Конечно, в следующее мгновение я проснулся в своей кровати, и нет, по меркам Вермины это было довольно слабенько. Вот только перед этим я не ложился спать, понимаете? И календари, все календари как один уверяли меня, что тот день с трактиром, мухами и цунами из лавы был вчера. Поразмыслите немного и поймете, в чем подвох, если уже не поняли. С того дня реальность начала расползаться, улицы города менялись местами, здания отращивали себе новые этажи и окна. Лица людей не будем об этом. Точка невозврата наступила, когда я убил свою жену. Видите ли, до того дня у меня никогда не было жены. Но перед смертью она так жалобно уверяла меня в обратном, что я до сих пор... да. В общем, я должен был взять у свои это руки. Вермина могла отнять у меня многое, почти все, кроме знаний. Я маг. Мне ведомы тайны Этериуса, ведомы знания забвения.
Я штудировал труды Зеноса еще в 14. И если вы назовете номер строчки из пороговых мостов, я продекламирую вам книгу до самого конца. А еще я знал, где Архимаг хранит свою коллекцию артефактов. Да, я обокрал свою гильдию. Стыдно ли мне? Ха! Да я жену убил. Впрочем, унес я только сигильский камень. Ну да, сигильский камень я припер. После этого мой путь лежал сюда, на Красную гору, где, как я знал из этих снов, Вермина не хотела мне этого показывать, но обокрала ее, лежит величайшая драгоценность. Камень, удерживающий целым сном Бога. Я должен подобраться поближе и изучить его гармоники, пути его сияния и скопировать их. Создать свое маленькое сокровище, свой якорь, позволяющий твердо стоять на ногах. Я бы вбил его в глотку этой психованной твари так, чтобы она задохнулась раз и навсегда. Вот только когда я уже был близко, я внезапно выяснил, что все годы, которые я потратил на обучение магии, были сном. Причем весьма прискорбным образом, натолкнувшись на одну из этих пепельных тварей, мне повезло не быть убитым на месте, но похоже только для того, чтобы у меня было время завещать эти записи и мой камень тому трижды распроклятому засранцу, который полезет их обнаружить и остаться которому повезет их обнаружить и остаться живым. Удачи, парень, или удачи, девочка, пусть твой мир будет прочнее. Спасибо. Единственное, только ни хрена не понял, нахрен этот камень нужен. Вот, собственно, и все. А так, конечно, история занимательная. Ну, камень сигильский, ну да. Ну, здесь упал вот такой вот камешек. Теперь. То есть я так понимаю, что если я к нему приткнусь, то это будет Габелла сразу. Естественно. И этот камешек блокирует проход, который там находится. Если, конечно, этот камушек нельзя перепрыгнуть, но я в этом сомневаюсь, что его можно перепрыгнуть. Ну, этот камешек был здесь. Я так понимаю, нужно было просто отсюда успеть выйти. А поскольку выйти мы отсюда не успели, то здесь два варианта. Либо мы загружаемся, либо мы загружаемся. Ну, с этими дурачками, черт с ними. Проходим обратно в туннели. Выходим вот в эти туннели сюда. Там, кстати, какой-то схрон. Блин, не щекотите меня. Ну да. Соответственно, вы забираете эту штуку и можете выйти вот таким образом назад. Но я так понимаю, что в этом просто нет необходимости. Бам! На самом деле, мне кажется, в этом действительно нет необходимости. Но потенциально так сделать можно. Но если об этом не знать и играть, например, без сохранений, то придется пользоваться возвратом, чем я, собственно, и воспользуюсь. Хотя тут уже, честно говоря, хочется пользоваться не возвратом, а каким-нибудь вмешательством, потому что выходить из всех этих глубин мне не хочется. Из того, что мы получили, у нас есть сигильский камень, для чего он нужен, я не знаю. И еще мы получили лезвие смерти. Вот такой вот кинжальчик.
у которого 1800 зарядов, который поглощает здоровье и магию. И запас сил. В состоянии 320. Надолго его не хватит. Исигильский камень. Для чего он нужен, я тоже не знаю, он просто есть. Возможно, его нужно куда-то отнести, и что-то из этого получится. Об этом информацию мне нужно искать. Ладно, применяем вмешательство тогда. Здесь мы закончили. Спасибо, что хотя бы вмешательство здесь включено. А то было бы забавно. И мы оказались в Мааргане, но это не страшно. Мы берем наш амулет космического запуска. И поехали. Ну, сама механика подобных подземелий, она неплохая. Были бы там еще боссы какие-нибудь, это было бы вообще замечательно. Но использование вот этих лабиринтов, это, наверное, самое унылое, что есть в Моровинде. И, в принципе, в любых других играх подобного плана. Потому что мало того, что вы должны пройти через эти самые лабиринты, так вы должны еще и... Если вы попадете на какой-то этап, где вам непонятно, что происходит, или вы заблудитесь, ну тогда начнется полное удушение. И удовольствие, в котором постепенно сходит на нет. Так, этих дурачков мы обходим. Амулет мне нужно поменять обратно. Нам теперь нужно в Адросал. Адросал находится здесь. Твемерская академия. Сразу замок 70 уровня. Это вы что тут кастуете такое? Ого! Я тоже так умею. Не, на него я хочу использовать заключение. Что-то это какой-то достаточно интересный персонаж. Так, щит закончился. У него и хп-то еще много. И посмотрите, что происходит. 5 скелетов сразу появляется. Ох, ох. Ну, это что-то интересное. Магия закончилась. Так. Я, пожалуй, обновлю на нем заключение. Магия у него тоже особо не хочет кончаться. С 2 святошами мы еле-еле его пробиваем. Все отлично.
Бетрал. Ключ от Драссала. Блин, душа при этом у него очень слабенькая. Которая не тянет даже на постоянный эффект, но при этом он сильнее, чем любое существо. Тот же Святоша, который позволяет зачаровать на постоянный эффект предметом. Ладно. До Гота, я так понимаю, нам дадут убить сразу. Ну, то есть он находится где-то здесь, скорее всего. У тебя серьезное ранение. Угу. Как же он прокастовал эти молнии. Башня. Бутыль со смазкой. Интересная штука. Возможно, для чего-то нужна здесь. Ого. А, ну вот оно. Даже до Гота убивать не надо, он просто тут вколочен. Алтарь. Ну, разрубатель просто находится здесь. Даже до Гота убивать никакого не надо. В цитадели Адрассал я обнаружил артефактный клинок-разрубатель. Одно из зачарованных орудий, сделанных главнокомандующим Двемером Кагарнаком. Собственно, на этом-то можно из Адрассала уйти. Но поскольку Адрассал наверняка является тоже расширенным, как и Вименал, то нам придется здесь задержаться. Так, ну, Дагод, скорее всего, где-нибудь здесь и ходит, но вообще тут ходит Золотой Святоша. Ого! Тут Даготур был. Его ипостаси, вернее. Не. Не. Ну, сами понимаете, 300 брони. Скорость атаки у него, конечно, хорошая. Но подбивает он меня слабо. Потому что у меня максимально, по сути дела, резист брони. Резист урона, да. Ну, можно его тоже под заключение. Сгорел на работе. Амулет сердечного огня. Ловкость, бездоспешный бой, хамелеон. Ключ Дагота. Но здесь проекция Дагатура была, я видел. Что-то он тут стоял, а потом исчез. К чему этот ключ относится, неизвестно. А вот, кстати, и масло.
пригодилось. Открылась дверь, которая ведет хрен пойми куда. Сундуки ключом не открываются. Так, сохранимся. Спустимся. Так, здесь нам нужна левитация, судя по всему. Вот сюда бы какого-нибудь босса, там, огненного Атронаха, какого-нибудь усиленного бы поставить. Вот был бы наслаждение. Если бы этот Атронах бы еще суммонил Атронахов дополнительных. Фабрика обработки лавы. Чье. Буквально. Но мы опять идем в помещение, из которых я не знаю, где будет выход. Тут лифт валяется. Соответственно, мы сейчас опять заблудимся, и все. Куда вот ведет вот этот коридор? Зачем мы падали вниз? Ты умрешь. Не, ну вы на видящих вообще не похожи. От слова совсем. Ну, здесь просто мужики сидят. Ах. Блинский. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, именно поэтому и нужно раз 50 сохраниться, прежде чем совершить какое-либо действие здесь. Так, ну допустим, ладно, мы там поняли, что там находится фабрика там по обработке лавы какая-то. Ага, и тут тоже. А, нет, тут юго-западный проход какой-то. Ну, куда ведет этот проход? А зачем тогда цех по обработке лавы там какой-то? Псевдо. Двемерская академия. Ладно, давайте вернемся назад пока что. А разберемся с этим цехом непонятным. Ты умрешь. Во-первых, тут два рычага. Во-вторых, здесь есть лестница, которая не работает. Ну, сохранимся. Проверим этот рычаг. Так, этот рычаг отсасывает лаву. А другой рычаг лаву, наоборот, выдает.
Так, ну лава уходит, допустим. До сих пор уходит. Ну, там какое-то... Что-то там... Вскрылось. Вот лестница, по которой мы можем теперь спуститься. Там находится проход какой-то. Видно ровно ни хрена. А залы великой лавы. Даготур. То есть мы пришли в комплекс Даготура. Из Адрасала. Разлитый яд. Да как ты встал-то, а? Ты ж валялся. Тут же эти штуки вспавнятся. Из пустоты буквально. Угу. Решетка. Решетка снабжена рычагом. Рычаг. Охренеть. Вот это повезло. А оно закроется теперь или нет? Или это что-то типа ловушки, видимо, было? Нет, оно, кажется, закрылось. Да. Или мне это просто повезло? Честно говоря, непонятно. Так, ну будем мы эту серию уже заканчивать. Наше время подостекло. Всем спасибо, кто смотрел. Удачи и скоро увидимся. Пока-пока.